Всем привет! Темой нашего сегодняшнего видео будет город Миргород. Это маленький город на Полтавщине с уникальной историей, который был основан в далеком 1575 году. Сегодня на родину великого украинского драматурга Николая Гоголя, который родился в селе Великие Сорочинцы, что неподалеку от Миргорода, ежегодно приезжают отдохнуть и оздоровиться сотни туристов со всех уголков Украины. Город расположен в центре Украины по линии южной железной дороги Киев-Полтава-Харьков и находится на одинаковом расстоянии от Киева, Харькова и Днепра 240 километров. Я добрался в Миргород за 2,5 часа на поезде Интерсити Плюс Харьков-Киев и попал в этот удивительный природный уголок, о котором я вам сегодня расскажу и покажу. Когда я попал в центр города Миргорода, меня поразила чистота и красота города. Не знаю, что там на задворках и окраинах, я приехал посмотреть на город-курорт, а не искать минусы и негатив. Но там, где был я, там был шик и блеск. Широко известно в этом городе имя знаменитого грузинского поэта Давида Гурамишвили. В его честь в Миргороде открыт краеведческий литературно-мемориальный музей, возле которого сооружен памятник поэту. Встречайте Миргородский краеведческий музей, который был учрежден в самом начале 20-го столетия. Символичным стало место, где был впервые открыт музей – раскопки бывшей Миргородской крепости. Вокруг здания краеведческого музея в 2007 году был открыт необычный сквер в честь былой казацкой славы. В нем установлены большие мемориальные скульптуры. В их числе фигура самого казака и легендарная пушка, предположительно служившая еще во времена существования Миргородской крепости. В самом центре города Миргород расположена гостиница «Миргород». Посмотрите на этот чистый и ухоженный город. Нравится мне, что здесь все буквально утопает в зелени и цветах. Миргород во всех отношениях полезный для здоровья город, поэтому прежде всего люди едут на курорт с целью оздоровиться. Воздух в Миргороде считается одним из самых чистых во всей Украине. Научно доказан тот факт, что минеральная вода и климатические особенности курорта увеличивают эффективность санаторного лечения. Ведь Миргород не просто городок на Полтавщине, а целый комплекс санаториев, образующих курорт, специализирующих преимущество на проблемах органов желудочно-кишечного тракта, печени, обмена веществ. И вот мы вошли в самый курортный комплекс, который можно назвать городом в городе. Это живописнейший уголок в 45 гектар в парковой зоне прямо на берегу речки Харол. Прекрасный климат позволяет насладиться путешествием в Миргород в любое время года. Поэтому время для отдыха каждый выбирает самостоятельно. Кто-то предпочитает зимнюю сказку, кто-то теплую весну или золотую осень. Можно встретить здесь и любителей жаркого летнего солнца. Абсолютно неважно, когда приезжать в этот город, ведь Миргород встретит вас приветливо в любую пору года.
Ну а перед нами открывается легендарная, известная во всем мире Миргородская лужа. Название, данное местному пруду Николаем Гоголем в известной повести «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», настолько прижилось, что и сегодня все называют водоем не иначе. «Прекрасная лужа», – восхищался писатель в своем произведении. Так, с легкой руки Гоголя симпатичный пруд стал одной из главных достопримечательностей Миргорода. В 2009 году рядом с водоемом открыли целый комплекс с бессмертными гоголевскими образами, спроектированный полтавскими скульпторами. Здесь есть скульптуры пузатого пацюка, кузнеца Вакулы, который дарит туфли своей любимой Оксане, хвастливых хлестаков и хитрая Солоха. Пруд Миргородская лужа и вся местность вокруг является идеальным пространством для прогулок, ведь вода здесь не замерзает даже в морозы. Пруд Миргородская лужа расположен рядом с парком Славы, а совсем близко полукругом течет красивая река Харол. Место действительно живописное. Также здесь есть скульптура свиньи. Где же ей еще валяться, как не в большой луже? В 2009 году неподалеку от Миргородской лужи возвели памятник Гоголю в честь его юбилея. Ну и давайте посмотрим на парк Славы, расположенный рядом с водоемом. Перед вами Успенская церковь в Миргороде, старейшее культовое сооружение города. Церковь была построена в 1887 году на месте сгоревшей деревянной церкви 17 века и был главным храмом Миргородского полка. Собор – памятник архитектуры. Вообще, для меня этот город настоящий кладезь эмоций. Такое количество цветочных клумб и зеленых лужаек вы вряд ли встретите в каком-то другом городе. Так давайте наслаждаться красотой города Миргород и его курортной зоной.
розцвітає, задивились верби на зелену вроду. Вже проснулось місто, дороге моє, заглядає небо синє в воду. Миргород курорт, ти даруєш щастя людям, Миргород курорт. Ми завжди з тобою будем, Миргород курорт. Хай Господь освятить шлях твій, Миргород курорт. Миргород курорт, ти дивуєш світ красою, Миргород курорт. І цілющою водою, Миргород курорт. І перлина України, Миргород курорт. Дзвін церковний піснею лине в небеса, над курортом Божа благодать витає, І бренить у душах неземна краса, і любов у серці розквітає. Миргород курорт, ти даруєш щастя людям, Миргород курорт. Ми завжди з тобою будем, Миргород курорт. Хай Господь освятить шлях твій, Миргород курорт. Миргород курорт, ти дивуєш світ красою, Миргород курорт. І цілющою водою, Миргород курорт. І перлина України, Миргород курорт. Миргород курорт, ти даруєш щастя людям, Миргород курорт. Ми завжди з тобою будем, Миргород курорт. Хай Господь освятить шлях твій, Миргород курорт. Миргород курорт, ти дивуєш світ красою, Миргород курорт. І цілющою водою, Миргород курорт. І перлина України, Миргород курорт. Миргород курорт. Сегодня Миргород-курорт по всем показателям лидирует в санаторно-курортной сфере нашей страны. На курорте расположены 8 учреждений санаторно-курортного типа, 4 санатория различных профилей, санаторий имени Гоголя, Южной железной дороги, медицинский реабилитационный центр МВД Украины и частный санаторий «Радужный». А мы идем еще на одну достопримечательность Миргорода, так называемый подвесной мост над рекой Харол. В общем, вы здесь не заблудитесь, потому что кругом указатели, и вы будете знать, куда идти и какой санаторий. Все здесь хорошо, все здесь красиво, но вот эти заборы металлические, они портят весь пейзаж вот с правой стороны. Вроде бы здесь тоже все красиво, санаторий, природа, ухоженная территория, но стоит чуть-чуть посмотреть вправо, и мы видим опять этот металлический забор. Ну а так, Миргород и вся курортная территория мне очень и очень понравилась. Я благодарю вас, дорогие друзья, уважаемые зрители, за прогулку вместе со мной по городу Миргороду. Пишите в комментариях, как вам город, курорт, понравился, не понравился, бывали ли вы здесь и какие ваши впечатления. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!